А это, друзья, жопа Манхэттена. Абсолютно уебанская белка. И сейчас придет поезд отвратительного дизайна. Это же Чаушеску в такой расстреляли. Все знают, что в Нью-Йорке плохие дороги. И вот мы с вами находимся в Сохо. Здесь сохранились участки с брусчаткой. Но видите, она вся такая проваленная, разваленная. Давно ее не перекладывали. Все так очень грустно выглядит. Где-то вон асфальт, все в заплатках. В Нью-Йорке действительно, наверное, одни из худших дорог в Штатах, которые я видел. Вот. Дороги во время ремонта покрывают такими металлическими листами. И эти вот металлические листы могут годами лежать и ждать дальше своего часа. Потому что, еще раз напомню, что все делается очень сложно и долго. Как так получилось? На то много причин. Во-первых, очень старый город с огромной инфраструктурой, с подземными коммуникациями, со всем остальным. И просто содержать, даже это поддерживать в каком-то нормальном состоянии очень сложно, да? Вы все наверняка знаете вот этот вот пар, который идет снизу, да, потому что здесь до сих пор паровое отопление, кстати, используют. Вот. Ну и много очень других сложностей. Все проваливается, разваливается постоянно. Они пытаются латать. Ну и кроме того, здесь довольно серьезные проблемы из-за профсоюзов, которые требуют соблюдения многих правил, всего остального, чтобы что-то делать. И это получается очень дорого, очень сложно, очень долго. То есть нельзя просто, как у нас, взять, прийти, даже если очень хочется, и сделать дорогу. Ну, в Нью-Йорке полнейший бардак с дорогами, и люди, которые сюда приезжают, с грустью ходят по нью-йоркским ямам, ездят по колдобинам. Вход в метро, и нету автоматов по продаже карточки. Вот и как хочешь. Это, кстати, выглядят турникеты, чтобы никто не перепрыгивал, потому что в Нью-Йорке у нас народ активный, иногда любит попрыгать, и вот чтобы этого не было, стоят такие ворота. Не пройдешь. Карточка на одну поездку стоит $3. Серая линия. Кстати, что удобно, у них указана не конечная станция, то есть вот мы приходим, мы станции вообще не знаем, а указано направление, куда идет. То есть вот нам нужно в Бруклин, и здесь показано, что на этой платформе будет посадка на Бруклин. Так вот выглядит нью-йоркское метро. Почти все станции такого вот аскетичного дизайна. И еще нью-йоркское метро ругают за то, что здесь очень относительно грязно. Здесь могут валяться всякие пакеты. Метро действительно грязнее, чем наше, но вызвано это в том числе и тем, что линии работают здесь круглосуточно. И если у нас ночью метро закрывается и его просто все моют и убирают, то здесь не так много возможностей навести порядок. Поэтому оно такое очень функциональное, технологичное, не такое красивое, как у нас. Но зато это самое большое в мире метро. Здесь в 2 раза больше станций, чем в Москве. В Москве, по-моему, сейчас 222 или что-то такое. Здесь более 400. И сейчас придет поезд отвратительного дизайна. Пока мы едем в метро, можно изучить карту Нью-Йорка. На карте Нью-Йорка хорошо видно Манхэттен. Это вот у нас Манхэттен. И Манхэттен — это остров, нужно понимать. Поэтому те, кто любит правила с предлогами «в» и «на», надо говорить «на Манхэттене», а не «в Манхэттене». Хотя правильно, по-моему, «в Манхэттене», потому что этого правила на самом деле нет. Такой каламбур получился. Что еще интересно? На этой карте можно увидеть Гарлем. Вот находится Гарлем после Центрального парка на севере, и Гарлем — это район Манхэттена. Поэтому у нас считается, что Манхэттен — это такой центр, дорогой туристический центр Нью-Йорка. На самом деле Манхэттен — это один из 4 округов Нью-Йорка, всего их 4. Это, собственно, Манхэттен, вот наверху Бронкс. Самый большой — это Бруклин. Вот он. И вот здесь еще Квинс. Вот. И, собственно, Брайтон-Бич. Брайтон-Бич у нас находится вот здесь вот. И Брайтон-Бич — это один из районов Бруклина. Устройство вагонов, интерьер поезда похож на наши вагоны. Только они здесь, по моим ощущениям, более шумные,
есть такие менее приятные, например, жесткие лавки пластиковые. Если у нас их делали такими мягкими диванами, то здесь они такие более жесткие. В нью-йоркском метро нельзя курить, мусорить и слушать музыку. Кстати, о состоянии поездов тоже обратить внимание, он все ржавый, краска отваливается. Все такое вот здесь исписано. В общем, состояние поезда плачевное. Вообще все так довольно неряшливо. Здесь вот вставлена реклама, тоже она мятая. Вот там опять какая-то ржавчина везде. Не очень они следят за подвижным составом. Вот, как видно, метро довольно грустное в плане отделки. Все так немножко обшарпано, мрачновато. Здесь вот реклама Русской Православной Церкви. А это автоматы по продаже билетов. Так, а здесь какая-то полиция на грязной стене повесила, значит, да, вот здесь информация от полиции, то, что они разыскивают чувака за приставание сексуальное. Вот они, и я смотрю на это и понимаю, что это отвратительно, как это может быть? Это же уродует город, они неприятные, они вонючие, они противные. Кто покупает эти булки, они шумят. Но они здесь есть, потому что малый бизнес, закон. Человек вот купил себе эту палатку, здесь работает и будет работать, несмотря на то, что здесь вот строится всякая красота. Вот еще одна палаточка, и в ней продают что? Шаурму в ней продают. Шаурму, то, почему теперь скучают московские хипстеры, когда все снесли, продают шаурму. Раз уж мы с вами, друзья, начали обсуждать лютейший пиздец, не могу не обратить ваше внимание на некоторые моменты нью-йоркской жизни. Во-первых, тротуары засыпают солью, несмотря на то, что снега, льда и чего такого здесь нету, все тротуары, они засыпаны этой мерзкой солью. Это раз. А два, это подсветка деревьев. Обратите внимание, как они подсвечивают деревья. Во-первых, они все разные. Вот этот везде разный этот цветовой спектр, синее, фиолетовое. Все это как-то так вот некрасиво выглядит. А во-вторых, они подсвечивают стволы. Всегда получается хреново, когда вы пытаетесь подсветить стволы и ветки. Подсвечивать нужно крону, потому что огоньки на деревьях, они должны имитировать листву. Поэтому их нужно не вдоль стволов и веток располагать, а их нужно располагать как листья, их нужно располагать на ветках, а ствол подсвечивать не надо, тогда у вас будет красивая подсветка. Вот это вот плохо, вот это вот все плохо, еще все разное, совершенно не согласованные цвета. Не надо думать, что у нас в Нью-Йорке все идеально, у нас тоже есть косяки, но мы работаем, чтобы Нью-Йорк становился краше, чтобы он похорошел. Кто сейчас мэр Нью-Йорка? Опаньки! Так, друзья, я сейчас поверну камеру, и будет просто праздник шика. Готовы? Раз. Вот здесь у нас как раз камера на полицейской машине. Это полиция вкуса приехала, и, видимо, они сейчас задерживают владельца этого магазина. Я вас предупреждал. Surprise, motherfucker! Вот это просто шик, блеск, красота, смотри. Шапочка такая, как у настоящего румына. Это же Чаушеску в такой расстреляли. Бачок ходил в такой. Ну, слушай, я хочу эту шубу. Каракулевая пилотка. Пилотка каракулевая. И шуба. Шуба это просто шик, блеск, красота. Я-то думаю, все, дубленки, все понятно. Я уже начал переживать. Все, полиция приехала, полиция вкуса. А потом будут что, опять что это санкции, щемят нашего брата. Ну вот Нью-Йорк все-таки удивительно толерантный город. На Манхэттене, в дорогом районе, такая красота. Это он. Здорово, Илья. Дайте обниму. Залезай. Друзья, я напоминаю, что это Денис. Денис лучший специалист по Нью-Йорку. Я вообще не понимаю, что делают все остальные люди здесь, потому что с теми знаниями, которые есть у Дениса, они должны стоять в стороночке. Украинская православная церковь США. Такое вот здесь вот красивое здание и такой вот некрасивый флаг. Посмотрите, в каком состоянии находится флаг Украины и в каком состоянии флаг США.
Американцы очень сильно обижаются, когда кто-нибудь не следит за флагами. А еще, если, не знаю, видел ты или нет, в глубинке есть специальные контейнеры для утилизации флага. Такой прикольный сидит чувак. Курит траву. Вау! О! Это Рапунцель! Вот так вот сидит чувак и зарабатывает деньги своим невероятным видом. My brother in Peru, the president now, President in Peru. because Donald Trump, my friend, is putting his president of my country, Peru. My brother. Thank you to my friend Vladimir Putin. He never paid me money to make Donald Trump president. So Vladimir Putin didn't go in the election in the United States. He was just taking a picture, a selfie through me with Donald Trump. Okay. And Donald Trump take a selfie through me with Vladimir Putin. So Vladimir Putin didn't do nothing and the Russians doing nothing in the American election 2016. I am the champion, Republican scientific worldwide champion. And Wow. President Donald Trump is the winner of the election. So Yes. it's no differences. Вот дом впереди, вон, видишь, где часы стоят. Ага. Вон. Я не знаю, на видео Да. будет даже не видно. Вот. На нем когда-то стояла статуя Владимира Ильича Ленина, и вот прямо с этой стороны, и рукой он показывал на даунтаун Манхэттен. Было так достаточно забавно, если переначить это как вперед к победе коммунизма, то тут получается, что вперед к победе капитализма. Но владельцы этого дома, они его продали. Продали Ленина. Нет, продали дом. Ага. А Ленина забрали. И сняли с крыши, и переставили в дом. Сейчас арт-центр находится. На самом деле он переехал в соседний квартал. И стоит сейчас он на крыше здания напротив. Ну, мы с вами сейчас в районе, который называется Вашингтон Хайтс. Хайтс — это высоты. Ну вот здесь понятно, почему высоты. Вашингтон, потому что здесь когда-то проходил армия Джорджа Вашингтона, и есть места, связанные, собственно, с борьбой за независимость. А вот эта картинка, которую мы видим, ну вот у нас такая отличная возможность посмотреть на город не с небоскреба, не с верхних этажей здания, а с рельефа. Так вот, картинку, которую мы перед собой видим, я бы назвал настоящий Нью-Йорк. Ну, вот я поясню, что я имею в виду. На мой взгляд, люди, которые никогда не были в Нью-Йорке, представляют его несколько другим. То есть город, он, благодаря кино или телевидению, так как люди видят Нью-Йорк в кино часто, он такой немножко стереотипный. Показывают Центральный парк, показывают небоскребы, показывают MTV, показывают красивые районы. Показывают и унылые тоже, но они обычно не запоминаются. И поэтому у людей представление о Нью-Йорке, она складывается немножко неправильно. А вот если говорить о том городе, в котором люди живут, не там, где туристы гуляют, не там, где вот, где ты живешь, да, а там, где живут обычные нью-йоркцы, то большинство живет в каком-то таком городе. Вот это типичный спальный район Нью-Йорка. Вот типичный, потому что это очень типовая застройка, которой много в городе. Вот мы сейчас поедем в Бронкс, он выглядит так же. Квинс много где выглядит почти так же. Бруклин есть, где выглядит так же и так далее. Причем здесь типично вообще все. Архитектура зданий, высотность, там, ширина улиц и так далее, и так далее. И много, и вот если бы я никогда не был в этом районе, но мне показали вот эту фотку, я бы сразу сказал, что это Нью-Йорк по некоторым таким признакам. Ну вот одна из них, это, например, бочка на крыше. Вот видишь, здание да, такое конечно, кирпичное с бочкой на крыше. Вот эти вот кубики, которые мы видим, это все тоже бочки. Это все специфика системы водоснабжения. Казалось бы, воды много. Вот мы ехали сейчас по берегу Ист-Ривер, там вода. С другой стороны мы будем сейчас смотреть, будет Гудзон, там тоже много воды. Но эта вода непригодна для питья. Потому что Ист-Ривер — это не река, а океанский пролив. И получается, что аж до Олбани, а Олбани находится отсюда больше, чем в 100 километрах, вода соленая, солоноватая. И пить ее нельзя. Поэтому, когда встал вопрос здесь взять воду, решили так, как могли решить все времена. А это была середина 19 века. Почему здание вот такой высоты, вот в этом районе? Потому что вода поднимается не выше, чем до 6-го этажа. Она на 7-м тоже есть, и на 8-м есть. Но давление в системе, естественно, оно начинает падать. И к 10-му этажу у человека, который живет на 10-м этаже, из крана уже не будет течь ничего. Поэтому, чтобы дать воду людям в высотных зданиях, надо строить локальные водонапорные башни. Эта деревянная бочка — это локальная водонапорная башня. Туда вода закачивается насосом, естественно. А дальше работает просто физика. Поэтому любой дом высотный, если посмотреть, будет на крыше иметь бочку. Вторым назначением бочки является еще и Пожар, система пожаротушения, резервная, да. А это, друзья, жопа Манхэттена. Как мы знаем, Манхэттен у нас это остров. И это, если южную часть все знают, там находится даунтаун, небоскребы, финансовый центр. А сверху этот остров выглядит вот так вот. То есть просто заросли, деревья и больше ничего нет. Но это еще не самое главное. Самое главное, что
Это единственный вид, где мы можем посмотреть, как Манхэттен выглядел раньше. То есть здесь нет никакой застройки. Видите, нетронутая природа, деревья. И вот таким Манхэттен был до того, как его застроили. Скалистый, каменистый, с деревьями. Вот невероятный контраст по сравнению с тем, что мы видим на южной части в даунтауне. Вот мы с вами находимся на потрясающем кладбище. Здесь мавзолей, памятники, все очень так красиво, дорого. Лучшие архитекторы раньше занимались проектированием этих надгробий, мавзолеев и памятников. И вот на дворе 2019 год уже. И как вы думаете, что здесь происходит сегодня? Здесь такая красота. И тут кто-то решил сделать из дерева белочку. Старое дерево упало, и не придумали ничего лучше. Оно засохло, да, его спилили и выпилили из остатков такую милую белочку. Вот, к слову о том, ЖКХ «Арт» процветает в том числе и на кладбищах. Такая вот абсолютно уебанская белка на этом прекрасном кладбище. Хорошо, что лебедей из покрышек нет. И кладбища, из-за того, что они были сделаны фактически как делались парки, а парков тогда не было. Ну, не было тогда парков, потому что еще не дошли люди до понимания, зачем вообще в городах нужны парки. То есть парков в Нью-Йорке не существовало. И таким удивительным образом кладбище в Бруклине стало первым городским парком. Вот оно дало людям то, чего никто не мог дать. И люди поехали на это кладбище гулять. И бруклинское кладбище, это очень сложно сейчас представить. Но в то время Гринвуд был вторым по популярности направлением туристическим в этой части страны даже. После Ниагарского водопада. Люди ехали погулять по кладбищу, посмотреть вот на это, и посмотреть на Ниагарский водопад. Настолько это было для них удивительное явление. И получилось, что на кладбище появились зрители. Это такой еще момент же такой психологический. Люди об этом раньше не задумывались, потому что на это никто не смотрел. Ну, люди как бы практичны. Зачем тратить на свою могилу кучу денег, когда этого никто не увидит? А когда на кладбище стали гулять, зеваки появились, они стали это обсуждать, они стали это как бы об этом писать. Это стало предметом общественного внимания. И тогда люди стали задумываться. А вот смотрите, этот заказал монумент, очень интересное решение. А вот этот нанял такого-то архитектора. А вот этот привез из Израиля камень. И вот люди стали между собой соревноваться, пытаться выпендриваться, пытаться как бы реализовать какие-то свои мысли и идеи. И вот кладбища стали превращаться вот в такие красивые, в том числе в плане архитектуры, места. Но достигло все это апогея, конечно, когда был период до Великой депрессии, то, что Марк Твен назвал позолоченным веком. Ну, когда было много богатых людей, которые начали уже сорить деньгами откровенно, которые приезжали в Нью-Йорк из регионов, которые пытались в эту жизнь как-то встроиться, которые строили особняки на 5-й авеню. Ну вот одна из увлечений, одна из мод, это была мода на мавзолеи. Вообще такая выставка под открытым небом крупнейших архитектурных фирм Нью-Йорка и Америки. Мавзолеи стоили огромных денег. Мавзолеи многие могли строить дороже, чем жилой дом, чем особняк. Так, это чей маленький готический собор? Это не готический собор, это полная идентичная копия часовни, в которой похоронен Леонардо да Винчи. А оригинальная находится в замке, который находится в долине Луар. Похоронена там здесь кто? Ава Бельмонт. Она его построила. Вот. Это женщина, которая увлекалась очень Францией. Она была в свое время лидером движения суфражисток, то, что стало сейчас феминистками. Вот. И когда умер ее муж, она для него заказала точную копию.